Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 6 по 12 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Планетарно у вас очень сильная позиция. Я решила сделать наш расклад недельный на колоде Ленорман. Давайте посмотрим, что нам скажут карты. Зададим наши традиционные вопросы. И весь период мая для вас очень продуктивно, полезно, удачный даже могу сказать. Но где-то и не поторопиться, себе не навредить будет тоже очень важно. Итак, что важно знать? Или то, чему вы будете уделять, может быть, больше внимания. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать. Что вам будет помогать. Что скрыто. Дела, работа, бизнес. Финансовая ситуация. И личная жизнь. Что же для вас важно знать? Тучи. Ну, ситуация будет у вас где-то 50 на 50, себе не навредить. С другой стороны, пока вы не выясните какое-то дело, вы не выясните, может быть, буквально, как оформить документы или какие действия правильно предпринять, не надеемся на авось. Но вы на авось не надеетесь, но вы надеетесь-то на себя. Но помните, что и мы-то тоже делаем ошибки. И вы можете где-то неправильно оценить обстановку. Нам показана на этой карте ситуация, когда с одной стороны туча и гром и молния, с другой стороны уже что-то проясняется. И карта подсказывает, пока ты точно не будешь в чем-то уверен, или пока ты не найдешь нужную информацию, не торопись что-то осуществлять, потому что двояко будет выглядеть либо какая-то история, либо вам будет что-то предложено такое из разряда, в чем сразу не разберешься. Или вам, мои дорогие овны, нужно себя подстраховать буквально, чтобы вот эти тучи прошли стороной, чтобы в последующем, ну, какая-то история либо о себе не напомнила, либо вам не пришлось, ну, как заново какой-то вопрос решать, согласовывать. Мы говорим, обратка, да, прилетает через какое-то время. То есть нельзя поступить, вот знаете, или делать что-то, не обдумав, как это отзовется на последующий период. Вот будьте внимательны. Чего не избежать? Конкретно что-то в вашей жизни заканчивается. То, что или даже уже закончилось, и правда планетарно, у вас месяц май совершенно в других энергиях. В вашем знаке зодиака, ваш Марс, он вас где-то может подталкивать, но это более решительные действия и, скорее всего, какая-то прежняя грустная история или то, что у вас, может быть, не получалось, подошло к концу. По этой карте что-то завершилось, и теперь в неожиданностях это может быть для кого-то из вас как известие, что готов документ тот или иной, или какая-то история тоже, если вы занимались тем или иным вопросом, и это длилось какой-то период времени, здесь это заканчивается. И, возможно, быстрее, чем вы предполагали. На чем-то буквально ставим крест и идем дальше. Чему сейчас не время? Змея. И в этой колоде карт нам говорят о том, что где-то быть готовым, наверное, к хитрости все-таки стоит, но самому хитрить определенно нет. Есть еще именно в этой колоде карт, все-таки это зеркало. Нам могут говорить, что есть такой человек, когда мы с ним зеркалим отношения. Для кого-то из вас это сильная страсть, мои дорогие, может быть, личная история, и тогда нам тоже говорят в позиции, чему сейчас не время. Ваши эмоции, ваш напор не должны быть, ну, чересчур активными. Все же змея у нас еще и мудрость означает. И будьте мудры, нежели более безапелляционны, или не поддаваться какому-то импульсу, или вас могут обманывать. Вы можете быть готовы обманываться, потому что что-то выглядит очень привлекательно, мои дорогие. И вот обмануться точно нельзя. Будьте мудры, и если вопрос того стоит, найдите дополнительную информацию. Здесь со знаком плюсом будет то, когда вы скорее что-то поставите под сомнение, нежели
будучи уверенным в собственных силах, с учетом планетарных событий, вы решите, что я сейчас буду действовать именно тем путем или способом, как это для меня более приемлемо. Знаете, не время также по этой карте, если вы столкнулись с обидчиком или с тем человеком, как в отношении, как ваш, ну, как враг буквально. Вы можете столкнуться с тем, что вы узнаете, кто вам вредил, или откроется та персона, которая до этого вам вставляла палки в колеса. И тогда у вас может возникнуть желание отплатить той же монетой. Но нам карта говорит, чему сейчас не время, а не время мстить, буквально, понимаете? Может быть, с другой стороны, не время и пугаться. Все-таки в этой колоде карт змея представлена как, знаете, внезапно что-то возникшее. Ну, страх это точно не про вас, мои дорогие овны, но по-разному бывает. Поэтому не цепенеть от какой-то новости или от услышанного, или увиденного, а правильно принять какие-то взвешенные решения и найти какую-то информацию, но точно с каким-то вопросом вы разберетесь. Что же вам помогает? Хитрость? Где-то все то, что мы с вами сейчас говорили, конкретно хитрость, мудрость, изворотливость, мне нечего сказать. Хитрить придется, мои дорогие овны, и не быть открытой книгой для всех окружающих, чтобы никто даже не подозревал, что задумал Овен, и тогда для вас это сильная позиция. О себе много не рассказать, это тоже будет важно. Что скрыто, как новые начинания, новые проекты, возможности. У кого-то это проигрывается, новые отношения. В позиции скрыто. Может быть, вы скрываете. Может быть, вы скрываете именно потому, что никто не должен знать, чтобы какой-то союз, ну, был продолжен, чтобы злые языки не создали какую-то неприятную атмосферу. Это правда. Как успех, так и личное счастье любит тишину. Изворачиваться придется. Для кого-то из вас это вопросы по части ваших детей, может быть, взрослых детей, или продолжение вашего бизнеса, вашей работы, но в каком-то новом ключе. Может быть, ситуация конкретно на вашей работе, когда меняется либо график, либо меняется руководитель, либо обстановка, в принципе, меняется. И тогда где-то тишина вам будет точно помогать, хитрость. Учитесь быть хитрыми. Вам это пригодится на долгий период времени, потому что какой-то ваш уникальный план не должен быть поставлен под сомнение. Нужно это осуществить, но при том, при всем, что вы храните молчание. Знаете только вы одни, и вам это будет помогать. Дела, работы, бизнес. И в этой колоде карт, это карта отчасти интуиции. Или Луна, это всегда какая-то неопределенность. То, что мы не можем просчитать, может быть, на этой неделе нам и говорят, тут 50 на 50. Тут пока нужно быть готовым скорее к неожиданностям или к тому, что в дальнейшем какая-то история прояснится, появится новая информация или какие-то обстоятельства, и вы будете уже видеть что-то более конкретно. Пока, правда, может быть какое-то смятение или, может быть, это столкновение с конкретным человеком. И поэтому не торопитесь, мои дорогие. Когда выпадает карта Луна, надо не поддаваться на провокации. С учетом карты Змея, это действительно может быть какая-то провокация на вашей работе. А вам нужно быть просто хитрым и изворотливым, как лиса. По сути, тоже змеей. А деньги как раз вы получите. По этой карте десятка, коса – это сбор урожая. Деньги приходят. Или тот, допустим, гонорар, который вы заработали, скорее вы его получите. По этой карте, опять же, нужно очень правильно распределить эти деньги. По этой карте может быть как большая сумма. И себе не навредить, продумать, как та сумма, которая мне в последующем, может быть, для вашего дела будет годна или необходима. И карта говорит, собран урожай. Как бы пришла пора вздохнуть. Но в то же время для кого-то из вас это могут быть внезапные проплаты.
когда вы, вот мы говорим, надо сохранить эти деньги, и проплату, которую, может быть, вы всегда делали в один какой-то срок, а тут придется сделать именно раньше где-то. И поэтому, опять же, себе в чем-то не навредить. Все-таки коса, острие, лезвие. Поэтому не делайте что-то слепо или резким каким-то толчком на импульсе. Быть настороженным и аккуратным для вас, мои дорогие овны, на этой неделе важно от начала до конца. И прекрасная карта Аист– это как раз решение каких-то домашних вопросов, насущных проблем, благополучия, взаимопонимания. Для людей одиноких эта карта прекрасная. Летит второй. Аист. Для кого-то отношения на расстоянии, когда вы будете продумывать, как же встретиться быстрее. По этой карте все самое светлое идет, все, что касается нашей личной жизни, ну и семейной жизни тоже. У кого-то переезд, мои дорогие, и вы будете продумывать, как мне его осуществить. Тут больше нам обещают каких-то позитивных радостей, и иногда эта карта выпадает как знамение. Вы можете познакомиться с человеком на этой неделе, который где-то не совсем похож на вас. Я имею в виду по своей энергетике. И вас даже это может где-то приводить в стопор и очень заинтересовать. Такое тоже вполне вероятно. С другой стороны, для людей семейных или кто в паре могла быть какая-то прежде рассогласованность или была какая-то ссора или патовая ситуация, когда вы не договорились. Вот здесь закопать топор войны– идеальное время. Все-таки нам говорят о том, что скорее больше плюсов по личной жизни. Все же аист всегда у нас сопряжен с личным счастьем, то есть значение. А для тех, кто один или одна, встретить своего партнера. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.